Жестокое обращение с животными, к сожалению, все еще огромная проблема нашего мира. Физическая боль, ужас и безысходность, и страшно, что все это приносит животным человек. Несчастья этого милого рыжика начались с человека, но настоящие люди спасли его, вернув здоровье и веру. Спасатели из организации Animal Control Кимберли Сакселби и Крис Гаттас заметили несчастного кота с узким рулоном от скотча на шее, который явно приносил ему сильные страдания. Было видно, что это результат жестокого обращения, ведь в такую ситуацию животное не могло попасть само. Кот был слишком напуган и не давался в руки людям, которые пытались ему помочь. Еще бы он уже не ждал от людей ничего хорошего. Мы поставили ловушку недалеко от кота, он лежал под машиной. Прождав час, мы поняли, что он не выйдет, поэтому применили сети. Крису удалось загнать его в старый сарай и поймать, рассказывает Кимберли. Животное было тут же доставлено в клинику, и спасатели были в ужасе от того, насколько страшной оказалась рана. Я не могла сдержать слез. Невозможно и представить себе, как страдал этот бедный кот. Он был невероятно изможден и обезвожен, так как нормально питаться из-за рулона на шее он, конечно, не мог. Специалисты сказали, что кот провел в таком положении несколько месяцев, настолько тяжело выглядела рана вокруг его шеи. Мы думали, что у сарая есть мертвое животное, таким ужасным был запах, доносящийся оттуда. Но на самом деле это был запах гниющей плоти и инфекции на шее кота, прокомментировала Кимберли. Врачи смогли справиться с ранами и инфекцией, сделав несколько операций, но животному предстояло длительное восстановление. После операции кот в первый раз смог нормально принимать пищу и пить, а силы стали возвращаться к нему. Но вот его моральное здоровье еще долго оставалось пошатнувшимся. Он пугался всего, поэтому в приюте его поселили в отдельной клетке, чтобы он почувствовал себя в безопасности. Ну а красивым и холеным рыжим котом Валентин стал тогда, когда для него, наконец, нашлась приемная семья. Посмотрите, какой он красавчик. Он стал набирать вес, в его глазах появилась уверенность, а спать ему понравилось в раковине. Он пережил столько страданий и боли, что непременно заслуживает любящего дома. Я знаю, что когда-то этот кот не боялся людей и любил их. Как видите, Валентин нашел себя в новом приемном доме. Он поправляется довольно быстро, и мы счастливы, говорит Кимберли Сакселби. Валентин уже успел показать себя и заботливым другом, ведь в доме живет еще одна кошка, с которой они быстро подружились. Новые хозяева рассказывают, что Валентин отлично развивается физически, но все еще немного осторожен в контактах с людьми, и назвать его ручным котом нельзя. Хозяева надеются, что тепло дома и их любовь отогреют его сердце и вернут веру в людей. Спасибо за просмотр. Если вам понравился видеоролик, то подпишитесь на наш канал, а также поделитесь этим видеороликом со своими друзьями и знакомыми.